Я хотел проехать 3 страны на Кавказе – Азербайджан, Армению и Грузию, и свое путешествие начал из города Баку. В первую очередь Баку удивил меня обилием красоток на своих улицах. Такую их концентрацию я не припомню ни в одном виданном мною городе. В одном из парков я даже залип на чужую невесту. Люди здесь доброжелательны и приветливы, несмотря на то, что многие не знают русский язык. В городе полно кафе и ресторанов, шумных ночных клубов и увеселительных заведений, тогда как нравственных мусульманских гипербол в Баку я, напротив, не увидел. Заселился я в старом городе, где в лабиринтах узких улок и проходов легко было заблудиться. Я прожил здесь 3 дня, но всякий раз, возвращаясь в отель, не мог его найти, потому что навигатор постоянно заводил меня в тупики. Иногда, впрочем, на помощь мне приходили вот такие очаровательные прохожие, и тогда я, напротив, желал, чтобы петли извилистых дорог никогда не заканчивались. В Баку немалое количество обустроенных парков и площадей, красивая протяженная набережная и опрятные зеленые улицы, если говорить о центральных районах города. Столица Азербайджана может похвастать целым рядом примеров хорошей архитектуры, но сегодня самым выдающимся зданием Баку, конечно, является центр Гейдара Алиева. Здание поражает своими формами и пластикой, причем не только снаружи, но и внутри. В 9 этажах этого шедевра архитектуры размещены выставочные залы Большого музея, аудиториум с конференц-залами и медиа-центр. Автор проекта Заха Хадид. Строительство культурного центра было окончено в 2012 году, а в 2014 его признали лучшим зданием в мире и удостоили премии Design of the Year. Мой маршрут предполагал пересечение Азербайджана с выездом в Армению, а уже из нее в Грузию. Но в Баку мне сказали, что в связи с военным конфликтом в Карабахе никакого географического сообщения между двумя этими странами сейчас нет, и попасть из одной в другую по суше невозможно. Это вынудило меня пересмотреть изначально составленный маршрут, и теперь я должен был взять курс на Грузию. Но в любом случае из Баку я планировал ехать в Гянджу, а по дороге завернуть в Лагич, о котором трубят все туристические путеводители. На Бакинском вокзале я сел в маршрутку до Исмаила, попросив водителя высадить меня на повороте к Лагичу. Там я пересел еще в один микроавтобус и уже на нем в сопровождении целой группы девчонок добрался до поселка.
Пожалуй, этот отрезок моего пути по стране оказался самым красивым. Лагич – это горный поселок, 1000 лет назад основанный персами и на многие века ставший ремесленным центром производства медной посуды со множеством мастерских и плавильных печей. В прошлые столетия в Лагич ежедневно прибывали караваны, привозившие слитки меди и руду, а покидали его нагруженные медной посудой, которая расходилась отсюда по всему Кавказу, в Турцию и Персию. Сегодня же это просто раскрученный туристический уголок, лично мне не показавшийся примечательным. Я пробыл в нем пару часов, погулял по его грубо мощенной улице с разбросанными вдоль этническими домиками и торговыми лавками и сходил к реке попить чистой горной воды. Этим моя культурная программа в поселке и ограничилась, и отсюда я с каким-то деревенским мужиком поехал в Исмаилы, ближайший населенный пункт на моем маршруте. Задерживаться в Исмаилах я совсем не хотел, и при том, что солнце еще не успело зайти за горизонт, решил уже в формате автостопа добраться до русского села Ивановка в 17 километрах отсюда, а там попробовать заночевать в каком-нибудь частном доме. Пешком и 2 машинами я через 1,5 часа оказался на месте, и скоро мне подсказали, что принять меня верно сможет некий Николай, да притом бесплатно. И тогда я отправился его искать. Он сейчас это, я говорю, как зайдешь, это большое, это здание тут огромное. За ним второй дом его. Хорошо, да. Спасибо. Ты увидишь его там, он небольшой. Ага, ладно. Вот как зайдешь сразу. Николая не оказалось дома, но по телефону он сказал мне, чтобы я не торчал попусту на улице и заходил в дом, а его жена подскажет мне комнату. Я Юля. Я Миша, очень приятно. Очень приятно. Супер, спасибо, Я просто это... Так, единственное, я не застилала. Сами застелите конечно, себе. Конечно. Так, вот. Говорят, эта кровать удобнее. Понял. Так, ладно. это полотенце там, если умываться. Спасибо. Хорошо. Это душ я сейчас включила, минут через 15 вода согреется. Хорошо? Класс, ладно, дождусь, Всё. спасибо. Ты сейчас чуть попозже, сейчас ужин приготовлю. А то еще... Да это не обязательно совсем. У меня все в любом случае муж придет. Печень не едите? Да все ем. Николай и Юлия – баптисты. Уже не 1 год они бесплатно принимают у себя туристов со всего мира, к ним приезжали даже из Аргентины. В их семье подрастают 3 дочки, одна краше другой, завидные невесты в будущем. Интересно, а тарелка потом отмоется? Тарелка, да должна, если с мылом-то. Если с мылом, то можно. Есть. В благодарность за стол и ночлег я на следующий день вызвался помочь им по хозяйству, и Юля, несмотря на всю ее скромность и деликатность, охотно согласилась. На велосипедах мы по сельским улицам отправились позаниматься работами на 2-м их участке, тогда как Николай поехал выполнять очередной заказ. Он профессионально дипломированный инженер-электрик и в округе со всеми ее предприятиями на расхват. Утром следующего дня Николай повез меня на развилку дороги, где останавливается маршрутка в Гянджу. Только здесь, уже на прощание, он ненавязчиво и сдержанно порекомендовал мне по прибытию домой приобрести Евангелие. На микроавтобусе я за 2,5 часа добрался до Гянджи. Гянджу считают 2-м по значению городом Азербайджана после столицы. Улицы ее богаты архитектурой прошлых столетий, ведь первые упоминания о ней датируются IX веком. Однако даже в самом центре города здесь уже крепко веет провинциальным духом, и ощущение того, что ты находишься во 2-м городе страны после Баку, как-то не возникает. Уж слишком велика между ними разница.
На несуществующих внешне остановках пассажиров подбирают разношерстные модели автобусов хаотичного окраса, на нумерацию маршрутов которых хватило одного десятка чисел. Чуть в сторонке припаркованы чудаковатые автомобили, в том числе такие, которые уже давно умерли, но не были преданы погребению и остались стоять на дорогах в качестве памятников самих себя. Входные группы в магазины и салоны оформляет кто как хочет, и предела такому творчеству арендаторов в Гянджи нет. Банкоматы здесь прячутся в сомнительных будках с надписью «Миллион», а на проезжей части спят чипированные собаки. Тем не менее, если оставить шутки в стороне, Гянджа действительно может похвастать немалым багажом национального архитектурного наследия, и, гуляя по ее переулкам, нередко станешь натыкаться на тот или иной симпатичный образчик из далекого прошлого. Однако более колоритными и атмосферными мне показались улицы небольшого городка Гёйгёль, который стоит с такой близости на юге от Гянджи, что практически является собой ее район. 200 лет назад с разрешения императора Александра I сюда в качестве колонистов переехали жить 700 немецких семей, и именно они сформировали тот европейский архитектурный облик города, который можно наблюдать и по сей день. Стены фасадов всех домов выкрашены в белый цвет и подчеркнуты тут и там выступающими деревянными конструкциями, открытыми балками, балконами и мезонинами. Ни один домовладелец не пытается выделиться и нарушить этот уклад, выстроив дом в ином стиле или даже цвете. Возможно, на этот счет существуют запреты на законодательном уровне, но в любом случае прекрасно, что жителям удалось сохранить Гёйгёль в его уникальном для этой страны стиле. В 20 километрах от города раскинулись два озера – Гёйгёль и Маралгёль. Сформировались они 800 лет назад в результате сильнейшего землетрясения, обрушившего вершину горы в ущелье протекавшей здесь реки и образовав тем самым естественную запруду. Места здесь красивые и привлекают толпы туристов. Кроме того, мне повезло оказаться в Гянджи именно в те дни, когда рядом с Гёйгёлем проходил большой национальный фестиваль. Мне сказали, что в последний раз его проводили аж 3 года назад, то есть явление это редкое и длится оно лишь 3 дня. Узнав об этом, я на следующий день поспешил на это мероприятие, о чем совсем не пожалел. Фестиваль был организован властями Азербайджана совместно с Турцией и нацелен на сохранение истории кочевой культуры и традиций тюркских народов. В нем приняли участие сотни людей, в том числе из других стран. Приедя сюда днем раньше, посчастливилось бы увидеть сына турецкого президента, который в числе прочих посетил это мероприятие в сопровождении знатных местных шишек. Но и без него здесь оказалось довольно занимательно.
Этой девочке 13 лет. В последние 3 года она активно занимается единоборствами и уже успела отличиться в ряде соревнований. Еще издали меня привлекли ее эффектные хай-кики, но это была лишь разминка. Дерется с мальчишками она на равных и скоро уже публично щемила одного такого на татами. Из Гянджи мне пора было ехать в сторону границы с Грузией. Узнав об этом, пожилой управляющий отеля, в котором я остановился, вызвонил своего знакомого, часто гоняющего туда по своим делам. Оказалось, что как раз завтра тот собирался на пограничную таможню забирать детали для автомастерской и без лишних вопросов согласился взять меня с собой. Машина приехала рано утром. Доброе утро. Не успели мы тронуться, как я сразу подвергся расспросам. Первый раз Азербайджан или? Первый. Да. Какой народина был? А? Какой? Из какого народа он хочет спрашивать? Народа? Да. Как из какого народа? Ну, украинец, там. Нет, он Россия сказал русский. Просто я говорю, Алмания был, Германия был, А, Иран где ты был. побывал? В каких странах был? Да. В каких странах? 30 стран. 30? Южная Америка, Африка был. Кения, Эфиопия, Уганда, Руанда. Там крыса покушается, да? А? Он спрашивает, Крыса? там крыс кушает. Африка. Нет, там крыс не едят. А Китай вообще? Нет, Китай тоже лягушки едят. Во Вьетнаме. С двумя этими милейшими людьми я за пару часов добрался до границы. Расспросы скоро прекратились, и всю оставшуюся часть пути толстяк безмятежно скучал на руле. Любопытен тот факт, что азербайджанцам запрещено покидать их страну через сухопутные границы, только самолетом. А иностранцам вроде меня можно. Выходит, что Азербайджан относится к тем редким странам, в которых у иностранцев в чем-то больше прав, чем у самих граждан. Переход границы прошел без какой-либо очереди, быстро и гладко. Да, он выключен, конечно. Экран же, видишь, выключен. Водитель попутного грузовика «Ливон» почти сразу подхватил меня на дороге. Каждый день он по несколько раз мотается из речного карьера на асфальтовый завод и обратно, возит песок. С ним я скоро добрался в Тбилиси. Центр грузинской столицы производит приятное впечатление. Здесь тбилисцы перебросили через реку ажурный пешеходный мост, протянули фуникулер к монументу «Мать Грузия» и до кучи надули большой воздушный шар. Первые этажи зданий позанимали симпатичные кафешки с цветастыми диванами на летних площадках, в крохотных каморках разместились сувенирные лавки, а туристические гиды неустанно преследуют иностранцев и предлагают им свои услуги прямо на улицах. Центр Тбилиси – это бесспорно яркая, красивая обложка столичного города, способная создать хорошее впечатление, которое не слишком разборчивый турист, наверное, должен распространить на всю Грузию и тем увериться в благополучии этой страны. Но чтобы увидеть настоящий Тбилиси, нужно просто сойти с улицы Руставели в любой примыкающий к ней переулок и пройти им несколько перекрестков.
Здесь удивленного туриста поджидают обветшалые здания, некоторые и вовсе разрушенные, грязные разбитые тротуары и беспорядочные клубки проводов. В попытках хоть как-то приукрасить ситуацию, жители Тбилиси разрисовывают мрачные стены яркими красками, но получается только хуже. Да, надо отметить, что большая часть этого арта посвящена стремлению Грузии очутиться в Евросоюзе. Стремление для меня совершенно необъяснимое. Во-первых, географически достаточно вспомнить, где находится Грузия и где Евросоюз. С той же наивностью ассоциировать себя с Евросоюзом может, например, Монголия. Во-вторых, этнические грузины всегда были и остаются кавказцами. Историки сообщают, что зародился грузинский народ около 1000 лет до нашей эры из самостоятельных местных племенных объединений, никаким образом не связанных с народами Европы. Ну и в-третьих, это совершенно разные культуры и менталитет. Значительная часть уличного вандализма несет в себе антироссийский характер, и оттого у меня, путешественника из России, это вызывало некоторое неприятие. Непонятно, почему эти граффити не удаляются со стен городскими службами, ведь это центральный и наиболее туристический сектор города. Но, видимо, администрацию эта проблема заботит не сильно. Здесь же, в самом центре Тбилиси, прямо на ступенях какого-то внушительного здания, в знак протеста против проведенных в Грузии выборов, разбила лагерь, а вернее оборудовала себе уютное гнездышко, вот такая отважная женщина. У нас правительство. Путинская сейчас? А вы против, да? И здесь, ну как бы вот... Они нас полностью. Что делают? На выборе у нас полосы все отняли. Как у нас в России? Как у вас в России, точно так же. Я просто не в курсе политики Грузии, что происходит здесь, поэтому... И что, вот вам позволяют так здесь вот сидеть, с протестом, с таким находиться? Здесь 100 тысяч. Ни полиции, ничего, да? Полиция вот стоит. Но они ничего не заставляют вас уходить, да? Нет. Ну, у вас свободная страна. Потому что все Европа наша. Да? Поддерживает. А, все смотрят на вас. Они боятся, да? Да, легитимацию не давали. Ага. Европа. А, да? Да, конечно. Не признали, Это не для признали, Америки да? тоже, да? Выборы эти. Не признают. Я понял. Да. У нас уже вас завернули бы, уже лет 8 вам впаяли вот за этот матрас. Я вас уверяю. У нас настолько сейчас все закрыто. Ладно, Все равно борются. молодцы, это правильно. Обязательно. Это Мы надо. Обязательно победим, потому что мы не одни. Все Европа, Америка, все поддерживают. Мы же хотим демократию. Мы хотим нормальную страну. Ну дай бог. Ладно, Спасибо. хорошего дня вам. Из архитектуры в Тбилиси я хотел увидеть здание Министерства внутренних дел Грузии, построенное в 2009 году по проекту итальянского архитектора Микеле де Лукки, он же автор упомянутого ранее моста через Куру. Здание строилось в период, когда власти страны объявили беспощадную войну коррупции, и по замыслу архитектора стеклянные прозрачные фасады должны были символизировать полнейшую открытость полиции перед населением, когда вся ее деятельность буквально видна насквозь. Тем не менее, поснимать это здание мне не дали. Почему запрещена съемка-то? Ну, такой указ министра. Сейчас я выключу ее. Как раз министр такой? Да. Ну а это, у вас же вот его построили, это стеклянное здание, как символ того, что коррупции нет, правильно? Насколько я читал давно. Что оно прозрачное, все и видно насквозь, полицию и взятки не берут таким образом. Такая тема была. Да. Вот, да. А теперь вы говорите, что снимать нас при этом нельзя. Но еще все-таки берут. Да? Берут взятки, получается. Почему? Но потому что вы говорите, не снимай, а то вдруг ты снимешь, как там взятку берут. Да нет. Ну, это как бы философия. Либо мы прозрачные, и мы вам всем открыты, ради бога, а либо это самое нельзя снимать. Вот как-то странно, да? У нас вот все можно снимать. Хотя Нет, вроде ну... вы-то за Евросоюз, за свободу, а у нас свободы нет, у нас Путин всех прессует. При этом у нас можно везде снимать, а у вас нет. Я просто архитектор по образованию, ну, мне интересно было. С другой стороны посмотреть. Нельзя снимать, допустим, солдат. С самих полицейских? Да, там работают полицейские, чужие данные светят. И поэтому съемка запрещена, чтобы эти данные не использовали. Туда заходят следователи, туда заходят министры. Это сделано ради безопасности самих министров.
Понял. У нас просто Путин в Кремль заходит, но в Кремле все туристы снимают. Ради безопасности Путина никто не переживает. Вот. Ну ладно, я вас понял. Спасибо. Другим архитектурно интересным сооружением в Тбилиси я бы выделил Дом юстиции, напоминающий кучку огромных грибов. Конструктивно это очень непростое сооружение, которое помимо прочих воздействий должно выдерживать и большие ветровые нагрузки, и даже землетрясения. Город находится в умеренной, но сейсмической зоне. Что особенно меня удивило в Тбилиси, это стоимость свежевыжатого сока, который предприимчивые грузины жмут для туристов прямо на улицах, сидя на табуретке. Гранатовый, допустим, большой стакан. Самый большой? Да. Везде 70 стоит частный сезон, а у меня за 60. 60 лари? Пол-литров. Пол-литра? Почти пол-литров. 60 лари это 1800 рублей. Это так стоит сейчас. 1800, да, у вас стоит пол-литра сока. Послушайте меня, сейчас не сезон. Что-то нереально просто. У нас в Москве дешевле, хотя у нас не растут гранаты. Сейчас, смотрите, я вам объясню, почему так в этот сезон. Сейчас мы сами его, одна штука почти 17 лат получается. Сейчас не сезон. У меня скидки, я никогда туристов... Это скидки даже, да? Я за туристами, люди все одинаковые, я за туристами их не считаю. Апельсин вообще 10-15, почти потолок 30-25 лари. Апельсин тоже не сезон? Апельсин, он не наш сейчас. Не ваш сейчас, да? Нет, это не проблема. Апельсин сейчас 25 стоит, 30 потолок. В местах 30, в местах 20. Ну 30 тысяч рублей тоже между делом. Так что, если бы вы знали, так что вы не удивляетесь, я очень извиняюсь. Такие цены, да. Я понял, ладно, спасибо. Вот смотрите, 15 лари стоит маленький. Я за 10 могу вам уступить. А вот этот могу, вот вообще за 15, дайте как-то смешно. Просто если в другом месте вот узнают за 15, просто я вам вас не обижу, попробуйте. Это считается смешно даже, да? 500 рублей, такой стаканчик сока, это смешно. Сейчас, во время этого сезона, да. Я в шоке. Ну ладно, спасибо. Сейчас просто середина лета, просто я не пойму, когда. Чтобы вы знали, чтоб пока я знал. сезон. Да, я знаю, да. Спасибо. Увидя этот прайс в дорогом ресторане, не было бы вопросов, но это ценники, разложенные на обшарпанном раскладном столе прямо на тротуаре возле подземного перехода. Это получается 1200 рублей, да, вот такой стаканчик у вас стоит? А это дорого? Нормально. Ладно, спасибо. Натураль. Натураль, да? Да. Еще в Азербайджане мне сказали, что в Грузии легализована марихуана. Это здорово меня удивило, и в Тбилиси я решил найти кофешоп, в котором бы торговали дурью. Но внутри меня ожидало полное разочарование. Если курить хотите, вот есть такие джойнты. Какие джойнты? А они вставляют или нет? Это ганжа или нет? Не совсем. CBD это компонент наряду с ТГК, который в ней содержится. В отличие от ТГК, он не имеет именно психоактивного вещества, эффекта. Он успокаивает, расслабляет. Вот, а эйфорию не дает, психику не меняет. Да? Но эффект имеет, да. Ну вот для первого раза, так как, не ждите психоактивного эффекта, но если интересно просто попробовать. Я выкурил с лавандой, мне понравилось. Понял. Ну давай я его возьму. А я что думал, у вас легалайз. Мне рассказали, в Грузии легалайз. Я такой поехал. Сейчас гайки обратно стали закручиваться. А был порыв, да, какой-то на этот счет? Ну, у властей? Ну, здесь власти такие. Главное, не ждите психоактивного эффекта. Это больше про нервную систему и тело скорее. Да? Но расслабон на теле я почувствовать должен какой-то, да? Ну, по идее, должны. Может, даже проголодаетесь. В парке недалеко от магазина я ничуть не расслабился и даже не проголодался. Напрасно выброшенные деньги, непонятно, кто вообще берет эту муру и зачем.
На второй день в Тбилиси я умудрился выхватить штраф от автоинспекции, хотя за все свое путешествие ни разу не садился за руль. Я просто вздумал перебежать оживленную улицу в неположенном месте, чтобы не плестись 200 метров до перехода. Мимо проезжал полицейский и сразу же оперативно меня оформил. Так, несколько неверных шагов моих блудных ног обошлись мне ни много ни мало в 50 грузинских лари, 1500 рублей. На третий день пребывания в Тбилиси передо мной встал вопрос, куда двигаться дальше. Либо продолжать держать путь вглубь Грузии, и тогда я оставляю идею побывать в этот раз в Армении, либо уже сейчас развернуть свой маршрут в направлении Еревана и в своем путешествии по Грузии ограничиться одной лишь ее столицей. И после недолгих, надо сказать, раздумий я выбрал Армению. Ереван – один из самых древних городов на планете. Его возраст составляет внушительные 2800 лет. Примечательно, что в столице Армении, численность населения которой немногим превышает 1 000 000 человек, проживают одни армяне. Это один из самых мононациональных городов в мире, и армян здесь 98%. Впрочем, ровно такая же статистика отмечается и в остальной части страны. Не знаю, можно ли из этого сделать вывод, что с армянами никто не уживается, или, напротив, сами они придерживаются жесткой миграционной политики, но за несколько дней, проведенных мною в этой стране, в своей общей массе жители показались мне довольно дружелюбными. При этом армяне гораздо чаще грузин и азербайджанцев знают русский язык, хотя как раз здесь русские почти не живут. Та же статистика объясняет, почему в этом большом столичном кавказском городе стоит лишь одна мечеть. Вот она. Если армяне составляют 98% населения, то значит и мусульман здесь почти нет. В строительстве многих зданий Еревана применяется туф, камень розового оттенка, месторождениями которого богата Армения. Оттого в некоторых рекламных проспектах Ереван называют розовым городом. Город стоит среди гор на отметке свыше 1000 метров над уровнем моря, и, возможно, поэтому вода в нем настолько чистая, что армяне пьют ее прямо из-под крана. По всем центральным улицам часто разбросаны питьевые фонтанчики, которыми я также активно пользовался во время своих многокилометровых пеших прогулок. А в Ереване я наконец напился свежевыжатых соков. Пол-литра здесь стоит 300 рублей. Из необычных достопримечательностей жители столицы рекомендуют посетить парк с детской железной дорогой, к которому ведет длинный и подозрительно безлюдный тоннель. Ереванцы берегут центр своего города и вандалят только здесь, оттого в тоннеле становится еще более страшно. Железная дорога давно не работает, но дети продолжают с надеждой приходить сюда каждый день. Здесь же, прямо на проезжей части, армяне развернули спортивную площадку. Рядом обустроены открытые термы с природными источниками. Наиболее же культовой достопримечательностью в Ереване, наверное, следует выделить красивый комплекс «Каскад», который помимо культурного значения несет в себе пешеходную связь центральной части города с расположенным на холме выше административным районом.
В небольшом уютном сквере у подножия комплекса разбросано несколько чудаковатых скульптур колумбийского художника Фернандо Ботера, который тот подарил столице Армении. Это наиболее известно и называется «Курящая женщина». В городских автобусах у меня возникли трудности с оплатой проезда. Транспортных карт в Ереване не существует, а прикладывать к терминалу нужно обычную банковскую. Но российские карты здесь не работают, а кэш никто не принимает. Чтобы разорвать этот непростой круг, я обратился к полицейскому вместе со мной, ожидавшему автобус на остановке. И тот посоветовал мне просто кататься бесплатно, потому что контролера в Ереване, по его словам, он никогда не видел. А если вас и поймают, то наверняка простят, приободрил он меня напоследок. Так я и катался все эти дни. Помимо Еревана, в Армении я хотел побывать на озере Сиван и в небольшом городке Дилиджан в 100 километрах от столицы, о котором пишут в каждой статье, если она посвящена достопримечательностям этой страны. Дорога в Дилиджан очень живописна и как раз задевает кромку озера с его западной стороны. Междугородней маршруткой я на 3-й день отправился в эти края. Наверх закинешь меня? Ой, все, осторожно, право. Маленькая такая ступенька, совсем для ребенка. Отечественные, право. Прогуляться хочешь просто по Да, Вот это центр Дилиджана. Вот здесь вот, да? Ну да. Ну давай здесь слезу, наверное, тогда, чё? Хорошо. Надо сказать, что самобытный центр этого небольшого городка настолько мал, что являет собой одну короткую улицу с несколькими зданиями. Как ни пытался я выведать у местных жителей, где находятся восхваляемые в туристических обзорах живописные улицы, мне все время указывали на один и тот же дом. Позже я нарочно пересмотрел ворох картинок Дилиджана в сети и обнаружил, что все они действительно сделаны в одной узкой локации и в разных ракурсах изображают именно этот дом. Владелец небольшой кафешки прямо у памятника героям фильма «Мимино», возле которого, не зная, куда им сунуться, трутся растерянные туристы, порекомендовал мне посетить небольшой монастырь, расположенный в лесу в нескольких километрах от города. От нечего делать, и чтобы придать хоть какой-то смысл этому выезду, я пешком отправился туда. Дилиджан находится внутри заповедника и всей своей территории причислен к национальному парку. По дороге мне встретился переброшенный на большой высоте через ущелье узкий железнодорожный мост, куда я сразу с интересом полез. Полотно оказалось заброшенным и обильно поросшим сорной травой.
С моста раскрываются красивые виды на окружающий Дилиджан-заповедник. Когда я добрался наконец до монастыря, на деле он представил собой две каменные церквушки до такой малой площади, что в них едва ли уместится 15 человек. И вокруг ни души, только лес. Исследователи утверждают, что монастырю Джуктакванг более 800 лет. Еще из далекого периода моего детства я помню этот старый анекдот. Как в ресторане друг против друга сидит грузин и напротив него сидит армянин, едят, и армянин тихо говорит: армяне лучше, чем грузины. Тот ни слова не отвечает, а этот опять: армяне лучше, чем грузины. Этот грузинский человек вышел из терпения, схватил его за плечи и говорит: чем? Чем лучше? Он сказал: чем грузины. Отправляясь в это путешествие, я тоже захотел найти ответ на этот вопрос, кто же все-таки лучше. И для меня он стал совершенно неожиданным. Лучшими оказались азербайджанцы. Разумеется, все это очень субъективно, и говорю я это больше в шутку. Невозможно сделать настоящие выводы о стране и ее жителях, побыв с ними лишь несколько дней. Но на том недлинном пути, которым я прошел по Кавказу, наиболее по душе мне пришелся Баку с его горожанами. В Ереване я принял решение завершить свое путешествие и лететь обратно в Москву. Напоследок приведу краткую сводку по этому путешествию, в том числе расскажу о затраченных средствах. По территориям 3 стран Кавказа я проехал чуть меньше 1100 километров и побывал в 8 городах, если включить в этот список село Ивановку. Длительность путешествия составила 12 полных дней. Авиабилеты из Москвы в Баку и из Еревана обратно в Москву обошлись мне в 38 тысяч рублей, это $450. На переезды, проживание и питание я потратил еще 600, причем 50 из них ушли на приобретение денежных купюр различного номинала для моей коллекции. Итого целевыми затратами стали $550. Таким образом, все это путешествие от двери до двери стоило мне $1000. Если сделать сухую, емкую выжимку из моих впечатлений и для каждой страны оставить лишь одно наиболее яркое, то я выделю следующее. В Азербайджане однозначно самые красивые девушки. Армения наиболее контактна и дружелюбна с русскоговорящими путешественниками. Грузия же осталась в моей памяти вздорной и чванливой. И да, выписанный мне штраф я так и не оплатил, навсегда отрезав себе возможность повторного приезда в эту страну.